Генеральская семья проживала в просторном бельэтаже, а семья привратника в тесном подвале. Их разделяло большое расстояние, не только весь первый этаж, но и табель о рангах. Но все же обе семьи жили под одной крышей, и из обоих жилищ открывался прекрасный вид на улицу и двор. На дворе была лужайка, а на ней росла роскошная цветущая акация. Под ней в летнее время часто сиживала разряженная нянька с еще более разряженной генеральской дочкой, малюткой Эмилией. А перед ними выплясывал босоногий сынишка привратника. Малютка улыбалась ему и мило протягивала ручонки. Если генерал видел в окно такую милую картинку, он кивал головой и говорил «шарман». Генеральша была намного моложе своего мужа и по годам годилась ему в дочери. Она никогда не смотрела из окна во двор, но отдала няньке приказание, чтобы она позволяла мальчику из подвала забавлять ее малютку, но не смея дотрагиваться до нее. И нянька строго соблюдала приказ. А солнышко одинаково светило и в бельэтаж, и в подвал. Акация расцветала из года в год. Расцветал и сынишка привратника. Не дать не взять свежий тюльпан. Генеральская же дочка была бледненькая, нежненькая, как розовый лепесток акации. Теперь она редко появлялась во дворе под деревом. Девочка дышала свежим воздухом, в карете катаясь вместе с маман. Увидя из окна кареты привратникова Георга, она всегда кивала ему головкой и даже посылала воздушные поцелуи, пока мать не объявила ей, что она уже слишком велика для этого. Однажды утром Георгу пришлось подняться к генералу с газетами и письмами. Проходя мимо чуланчика под лестницей, он услышал там какой-то писк и подумал было, что туда забился цыпленок. Но оказалось, что там всхлипывает генеральская дочка, вся в кисее и кружевах. «Только не говори папе и маме, они рассердятся», — сказала она. «О чем, барышня?» — спросил Георг. «Все сгорит», — ответила она. «Там горит». Георг отворил дверь в детскую и ахнул. Оконные занавески почти все обгорели, а карниз ярко пылал. Мальчик подпрыгнул, сорвал занавески и позвал людей. Не будь его, вспыхнул бы настоящий пожар. Генерал и генеральша подвергли Эмилию допросу. Я только взяла одну спичку, чиркнула, а она сейчас загорелась, и занавеска тоже. Я стала плевать на нее, чтобы потушить. Плевала, но у меня не хватило слюней. Тогда я убежала и спряталась. Я боялась, что папа и маман рассердятся. «Плевала», — заметил генерал. «Это еще что за слово? Ты его слышала когда-нибудь от папы или мамы? Это все оттуда, из подвала». Но тем не менее маленькому Георгу все-таки дали целых 4 скиллинга. Он положил их в копилку, а когда там набралось необходимое количество монеток, смог купить себе ящичек с красками, раскрашивать свои рисунки, которых к тому времени у него накопилось много. Картинки как будто сами собой сыпались на бумагу с кончика его карандаша. Первые же раскрашенные рисунки были подарены маленькой Эмилии. «Шарман», — изрек генерал, и даже генеральша была вынуждена сознаться, что у мальчика несомненный талант художника. Генерал и генеральша были люди знатные. На карете их красовалось целых 2 герба.
У каждого из супругов был свой. Генеральшин герб красовался и на всем ее белье, даже на ночном чепчике и туалетном мешке. Ее герб был такой драгоценный, он стоил ее отцу много блестящих червонцев. Ни отец, ни даже дочка не родились с гербом. Это отлично помнили все, кроме их самих. Зато герб ее мужа был древний и крупный. И один-то герб довольно тяжело носить на себе, а тут их было целых два. Поневоле затрещишь по всем швам. И не мудрено, что разряженная гордая генеральша выезжала на придворные балы с таким шумом и треском. Генерал был стар и сед, но хорошо держался в седле. Он это знал и ежедневно выезжал верхом, в сопровождении слуги на почтительном расстоянии. Являясь в общество, он тоже держал себя так, как будто смотрел на всех с высоты седла. Орденов у него было столько, что уму непостижимо. Сам он, впрочем, был тут ни при чем. Он вступил на военное поприще еще очень молодым человеком и участвовал во всех больших осенних маневрах в мирное время. От этой эпохи у него сохранялось еще воспоминание, анекдот, единственный, который он знал и рассказывал повсеместно. Его унтер-офицер отрезал и взял в плен одного из принцев, которому пришлось со своим маленьким отрядом въехать в город позади генерала в качестве его военнопленного. Об этом-то незабвенном происшествии генерал рассказывал вот уже многие годы, никогда не забывая привести памятные слова, которые были при этом сказаны. Генерал, возвращая принцу шпагу, сказал: «Только мой унтер-офицер мог взять в плен ваше высочество, я никогда». А принц ответил: «Вы несравненны». На настоящей же войне генерал никогда не бывал. Когда шла война, он шел дипломатической дорогой и прошел 3 иностранных двора. По-французски он говорил так хорошо, что почти забыл свой родной язык. Отлично танцевал, ездил верхом, и ордена вырастали у него на груди точно грибы. Солдаты отдавали ему честь, и одна из первых красавиц отдала ему честь, сделавшись генеральшей. Скоро у них появилась прелестная дочка, словно упавшая с неба. Так она была ангельски хороша. Сынишка привратника поначалу выплясывал перед ней во дворе, а потом, когда она подросла, стал дарить ей все свои рисунки. Она принимала их, играла ими и рвала в клочки. Она ведь была такая маленькая и очаровательная. «Мой розовый лепесток», — говорила генеральша, — «ты рождена для принца». А принц-то уж стоял за дверями, только никто этого не замечал. Люди предпочитают не видеть дальше своего порога. «А на медне наш мальчуган поделился с ней бутербродом», — сказала жена привратника. «Он был без сыра, без мяса, но понравился ей, что твой бифштекс. То-то бы садом поднялся, узнай об этом генерал с генеральшею, но они и не узнали». Да, Георг поделился с Эмилией бутербродом. Он бы поделился с ней своим сердцем, зная только, что это доставит ей удовольствие. Он был мальчик добрый, развитой, умный и уже посещал вечерние художественные классы, чтобы хорошенько научиться рисовать. Эмилия тоже преуспела в науках. Она говорила по-французски со своей Бонной и брала уроки у танцмейстера. «К Пасхе Георг наш будет конфирмован», — сказала жена привратника. «И хорошо бы потом отдать его в ученье», — заметил отец. «Надо только выбрать ремесло почище. Ну и тогда с хлеба долой». «Но он же будет приходить домой ночевать», — возразила мать.
нелегко найти мастера, который бы взял его к себе совсем. Одевать его, значит, нам придется. Так уж найдется у нас для него и кусок хлеба да пара печеных картошек. Учится же он и теперь за даром. Пусть его идет своей дорогой. Увидишь, как он нас порадует. Это ведь и профессор его говорит. В день конфирмации мальчик получил от самого богатого из своих крестных отцов, старого приказчика, большие тампаковые часы. Они были старинные, испытанные и имели привычку забегать вперед. Но это было лучше, чем отставать. Это был очень дорогой подарок. От генеральской семьи он тоже получил подарок. Псалтырь в софьяновом переплете. Прислан он был от имени барышни, которой Георг дарил картинки. На первой чистой страничке книги было написано его имя и ее имя с прибавлением благосклонная. Георгу на память благосклонная Эмилия. Написано это было под диктовку генеральши. Генерал прочел и сказал шарман. В самом деле это большое внимание со стороны таких важных господ, сказала жена привратника, и Георга послали благодарить господ. Генеральша страдала своей обычной ужасной мигренью, как и всегда, когда ей было скучно. Но она все-таки взглянула на Георга очень ласково и пожелала ему всего хорошего, а также никогда не страдать такой головной болью, как она. Генерал расхаживал в халате и в сапогах с красными отворотами на голенищах. Он прошелся по комнате раза 3, предаваясь собственным мыслям и воспоминаниям. Потом остановился и сказал: «Итак, Георг стал теперь членом христианского общества. Будь же честен и уважай начальство. Состаришься, можешь сказать, что этому научил тебя генерал». Проговорив это, он опять углубился в себя и принял важный вид. Из всего виденного наверху сильнее всего запечатлелась в памяти Георга барышня Эмилия. Как она была мила, нежна, воздушна и изящна. Если рисовать ее, так уж разве что на мыльном пузыре. От ее платья, от золотистых локонов пахло духами. Не дать не взять, как от только что распустившейся розочки. И с ней он когда-то делился бутербродом. Она уничтожила свою порцию с такой жадностью, не переставая благодарно кивать ему головкой. Говорить с набитым ртом было неудобно. Помнит ли она еще об этом? И вот Георг опять принялся рисовать и отсылать ей картинки. Между прочим, он нарисовал царский дворец, древний московский Кремль с башенками и куполами, похожими на гигантские зеленые и вызолоченные огурцы. Так, по крайней мере, выходило по рисунку Георга. Эмилии эти картинки очень нравились, и через неделю Георг прислал ей еще несколько. На всех были нарисованы разные здания. Глядя на них, она могла дать волю фантазии, представляя себе, что происходит там за стенами и окнами. Среди рисунков был и китайский домик в 16 этажей, весь увешанный колокольчиками, и 2 греческих храма, окруженных стройными мраморными колоннами и террасами, и норвежская церковь причудливой постройки, вся из бревен. Лучше же всего был Эмилин замок. В нем она должна была жить сама. Георг придумал для него особый стиль, смесь всего красивого из всех других стилей. От норвежской церкви он взял покрытые резьбой бревна, от греческого храма – мраморные колонны, от китайского домика – колокольчики, а от царского Кремля – зеленые и золотые купола. Это был великолепный детский замок, и под каждым окошком было написано: тут Эмилия спит, тут
тут танцует, тут играет и так далее. Вот-то весело было разглядывать все это. И рисунок таки разглядывали. «Шарман», — сказал генерал. Но гость генеральской семьи, старый граф, который был куда важнее хозяина, только посмотрел на рисунки и намотал себе все услышанное на ус. И вот один ненастный день оказался самым радостным и светлым в жизни Георга. Профессор Академии художеств призвал его к себе. «Послушай, дружок», — сказал он, — «Господь одарил тебя способностями. Он же посылает тебе и добрых покровителей. Старик граф, что живет на углу, говорил мне сегодня о тебе. Теперь ты сможешь 2 раза в неделю приходить в мою рисовальную школу. Я думаю, однако, что в тебе больше задатков для архитектора, чем для художника. Но да со временем ты сам поймешь. Сегодня же сходи к графу домой, поблагодари его. Да не забудь поблагодарить Бога за такого покровителя». На углу стоял огромный дом, носивший отпечаток старины. Но старый граф предпочитал настоящее время со всем, что было в нем хорошего, не разбирая, откуда оно идет – из бельэтажа, из подвала или с чердака. «Право кажется, чем человек знатнее, тем он и проще», – сказала жена привратника. «Как просто держит себя старый граф. Говорит, ну как ты да я. Генерал с генеральшей так не могут». Георг вчера в себя прийти не мог от восторга. Так мило обошелся с ним граф. Да и я сегодня после приема его сиятельства тоже сама не своя. Но нехорошо ли, что мы не отдали Георга в учение? У него же такие способности. Да, но ему нужна помощь со стороны, заметил отец. Помощь у него будет, ответила мать. Граф насчет этого ясно дал понять. А все-таки вышло-то все благодаря генеральской семье, заметил отец. Ее тоже надо благодарить. «Отчего же не благодарить?» – ответила мать. «Только, по-моему, не за что особенно. А вот Господа Бога так я поблагодарю от всей души». А Георг в тот же год удостоился малой серебряной медали, а затем попозже и большой. И его решили отправить в Рим продолжать обучение. Отцу и матери горько было расстаться с сыном, а все только и твердили, какое счастье выпало молодому человеку. И вот Георг, прощаясь со всеми, отправился прощаться и наверх к генералу. Генеральша не показалась, у нее опять была мигрень. Генерал же на прощанье рассказал молодому человеку единственный свой анекдот о том, что он сказал принцу, и что принц ответил ему, а затем протянул Георгу 2 пальца. Эмилия тоже подала Георгу ручку и выглядела как будто печальной, но сам Георг был печальнее всех. Время на чужбине проходило для Георга с пользой и совсем не казалось долгим, исключая тех минут, когда он вспоминал о своих. Как-то они там поживают все, и нижние, и верхние. Такая мгла легла на сердце молодого человека, когда он получил письмо, извещавшее о смерти его отца. Мать осталась вдовой. Эмилия была для нее ангелом-утешителем. Спускалась к ней в подвал, писала мать, и сама устроила так, что должность привратницы осталась за вдовой покойного. Настало время, когда Эмилию повезли на ее первый придворный бал. Она была вся в белом, такая прозрачная и изящная. В золотых локонах велась зеленая шелковая лента. На голове красовался венок из белых кувшинок. Глаза у девушки были такие ясные, голубые, ротик нежный, пунцовый. Но не дать не взять морская царевна. Прелесть, что такое.
3 принца танцевали с ней по очереди, а у генеральши целую неделю потом не было мигрени. Но первый бал был не последний, а Эмилии это оказалось не по силам. Она была слабенькая. Хорошо, что подоспело лето, и можно было отдохнуть на лоне природы. Вся генеральская семья была приглашена погостить в замок старого графа. Графский сад стоило посмотреть. Одна часть его была разбита в старинном вкусе. Всюду шли точно зеленые ширмы, прямые подстриженные живые изгороди, а в них были понаделаны круглые отверстия, вроде слуховых окошек. Тисовые деревца были подстрижены в виде звезд и пирамид. Там и сям виднелись обложенные раковинами гроты, а в глубине их били фонтаны. Всюду красовались статуи из массивного гранита. Каждая цветочная клумба также имела свою форму – рыбы, герба или инициала. Эта часть сада была во французском вкусе. Из нее же попадали в свежий роскошный парк, где деревья росли как хотели, и потому разрослись на славу, густые, огромные. Трава тут так и зеленела, и по ней можно было ходить. Это уже было в английском вкусе. «Старина и современность», — говорил граф. «Тут они отлично гармонируют друг с другом. А вот года через 2 и вся усадьба примет иной вид. Будет предпринято столько разных перемен и улучшений. Я покажу вам чертежи и рисунки. Да и самого архитектора, кстати. Он сегодня обедает у меня». «Шарман», — сказал генерал. «Тут просто рай земной», — сказала генеральша. «А вот и древний замок». «Это птичник», — сказал граф. «В башне помещаются голуби, на 2-м этаже индейки, а на 1-м живет сама повелительница этого птичьего царства, старуха Эльза. Из ее помещения во все стороны идут двери в помещение ее постояльцев. Наседки на яйцах помещаются особо, наседки с цыплятами особо, а для уток сделан даже особый ход к воде». «Шарман», — сказал генерал, и все отправились любоваться на эту прелесть. Старуха Эльза стояла посреди горницы, а рядом с ней архитектор Георг. Вот где довелось ему встретиться с Эмилией после стольких лет разлуки, в птичнике. Да, он стоял тут, и на него можно было залюбоваться, такой красивый. Открытое энергичное лицо, черные блестящие волосы и плутовская усмешка на губах, так и говорившая: «Знаю я вас всех вдоль и поперек». Куры кудахтали, петухи кричали, утки крякали, а изящная молодая девушка, подруга детства, стояла тут же, и на ее обыкновенно бледных щечках цвели розы. Глазки так и сияли, уста говорили без слов, и она поклонилась молодому архитектору так мило, как только мог этого пожелать молодой человек. Граф же пожал ему руку и представил гостям: «Наш молодой друг, господин Георг, не совсем чужой и вам». «Так это наш господин Георг», — сказал генерал. «Мы же старые знакомые, соседями были. Шарман». «Вы совсем превратились в итальянца», — заметила генеральша. «И верно говорите по-итальянски, как уроженец Италии». За столом Георг сидел по правую руку от Эмилии. Он хорошо вел беседу, многое интересно рассказывал. Он был душой всего общества. Эмилия молчала, вся превратившись в слух, а глаза ее так и блестели. После обеда она и Георг очутились на террасе. Высокие кусты роз скрывали их от взоров остального общества. Георг заговорил первый.
«Позвольте поблагодарить вас за ваше дружеское отношение к моей матери», – начал он. «Я знаю, что в ночь смерти моего отца вы не оставляли ее. Благодарю вас за это». И он взял ручку Эмилии и поцеловал. Что ж, это было вполне кстати. Девушка вся вспыхнула, но все-таки пожала в ответ его руку и взглянула на него своими изумительно голубыми глазами. «Ваша матушка была очень милая. Как она любила вас! Она давала мне читать все ваши письма, так что я, пожалуй, немножко знаю о вас. Вы были добры ко мне в детстве, дарили мне свои рисунки». «А вы их рвали», — усмехнулся Георг. «Я же была маленькая и глупая, но мой замок еще до сих пор цел», — ответила она. «Теперь я могу построить вам настоящий», — сказал Георг с восторгом, глядя на нее. Генерал и генеральша в своей комнате только и говорили о сыне привратника, как он умеет держать себя, как говорит, какие приобрел познания. Хорошее выдалось лето. Господин Георг был в графском замке частым и желанным гостем. «Как щедро одарил вас Господь по сравнению с нами бедными», — говорила ему Эмилия. «Оцените ли вы это как следует?» Георгу очень льстили ее слова, и он считал молодую девушку необыкновенно красивой и умной. Лето прошло, наступила зима, и господин Георг опять заставил о себе говорить. Он был принят в лучших домах у самых знатных особ. Генерал встретил его даже на придворном балу. Для Эмилии тоже предполагали сделать бал. Пригласить ли на него Георга? «Кого приглашает король, может пригласить и генерал», — сказал генерал и выпрямился так, что вырос на целый вершок. Георга пригласили. Были там и принцы, и графы. Один танцевал лучше другого. Но Эмилии удалось протанцевать только первый танец. Она как-то неловко ступила на ногу, и хотя повредила ее не опасно, должна была все-таки поберечься и не танцевать больше. Пришлось сидеть да любоваться на других. Она и сидела, и любовалась, а господин архитектор стоял возле. «Вы, пожалуй, распишете ей весь собор Святого Петра», — сказал генерал, проходя мимо и благосклонно улыбаясь. С той же благосклонной улыбкой принял он господина Георга и несколько дней спустя. Молодой человек явился, разумеется, поблагодарить за приглашение на бал, а то зачем же еще? Но, о ужас, о безумие, генерал не верил своим ушам. Господин Георг ударился в высшую декламацию. Просьба его была неслыханная. Он просил руки Эмилии. «Молодой человек», — сказал генерал, покраснев как рак, — «да как вы смеете? Что вы такое говорите? Как вам в голову такое могло прийти?» И он, пятясь, дошел до двери своей спальни, переступил порог и запер за собою дверь на ключ, оставив Георга одного. Молодой человек постоял с минуту, потом повернулся и ушел. В коридоре его встретила Эмилия. «Что он сказал?» – спросила она дрожащим голосом. Георг пожал плечами. «Он убежал от меня, но будем надеяться на лучшие времена». У Эмилии выступили на глазах слезы, а в глазах молодого человека светились уверенность и мужество, а солнышко озаряло обоих, словно благословляло их. Генерал сидел в своей комнате, точно ошпаренный. В груди у него так и клокотало еще безумие, привратницкое сумасшествие. Не прошло и часа, как генеральша узнала от супруга обо всем, позвала Эмилию и усадила ее подле себя. «Бедное дитя, так оскорбить тебя, оскорбить нас. Ты тоже плачешь, слезы так идут к тебе.
Ты прелестна в слезах. Ты похожа на меня в день моей свадьбы. Плачь, плачь, моя дорогая. И буду плакать, ответила Эмилия, если вы с папой не дадите своего согласия. Дитя, воскликнула генеральша, ты нездорова, ты бредишь. Ах, у меня опять разболится голова. В газетах было опубликовано о разных назначениях. Между прочим, и о назначении профессором и возведении в чин 5 класса архитектора Георга. Жалко, что родители его уже в могиле и не могут прочесть этого, сказали новые привратник и привратница, жившие в подвале под генералом. Теперь его занесут в табель о рангах, продолжала жена. Да, это много значит для сына таких бедняков, как мы. Хорошо отзывались о Георге в подвале. Хорошо отзывались о нем и в бельетаже. Там это позволил себе старый граф, который был в гостях у генерала. Он высказал мнение, что профессор одарен большим талантом и, наверное, умрет в высоком чине. В этом нет ничего невозможного. Граф сегодня был необыкновенно шутливо настроен, заметила генеральша по уходе графа. Генерал покачал головой и выехал на прогулку верхом, а посадка его была еще величественнее обыкновенного. Настал день рождения Эмилии. Посыпались цветы, книги, письма, визитные карточки. Семью осчастливили в этот день рождения высокие гости. 2 были из принцев. Говорили о балах, о театре, о политике, о выдающихся деятелях, и чужих, и своих. Тут уж и молодой профессор сам собой подвернулся на язык. Он попадет в храм бессмертия и вступит, вероятно, в одну из лучших наших фамилий. Вот что было, между прочим, сказано о нем. «В одной из лучших фамилий», — повторил генерал, когда остался один с генеральшей. «В какую бы это?» «Я знаю, на какую намекают», — ответила генеральша, «но не скажу и думать не хочу. Конечно, один Бог знает, но я буду очень удивлена. А ведь и в самом деле невыразимая сила кроется в милости свыше, благоволении двора, знаменующем и Божье благоволение. И благоволение это выпало на долю Георга в самых широких размерах. Комната Эмилии в этот праздничный день утопала в цветах, присланных от друзей и подруг. На столе лежали прекрасные подарки, заверявшие о памяти и дружбе. Но только от Георга не было ничего, да и не могло быть. Но дом и без того был полон воспоминаниями о нем. Молодая девушка вынула из ящика его рисунок с изображением Эмилиного замка и долго глядела на него. Через несколько дней у одного из принцев должен был состояться костюмированный бал, на котором разрешалось быть в масках. Конечно же, и генеральская семья была в числе приглашенных. Отец семейства одел костюм Рубенса с небольшим стоячим воротничком. Он был при шпаге и щеголял своей гордой осанкой. Генеральша также была в испанском костюме, изображая супругу Рубенса. А Эмилия, вся в тюле и кружевах, изображала Психею. Она напоминала порхающую лебяжью пушинку и совсем не нуждалась в крылышках, составлявших принадлежность ее костюма. Ах, что это был за бал! Что за блеск, что за великолепие! Какие цветы, сколько вкуса! Молодой человек в костюме черное домино с веткой акации на капюшоне танцевал с Психеей. «Кто это?» – спросила генеральша. «Я думаю, это его королевское высочество», – ответил генерал. Генеральша засомневалась и по окончании танца спросила дочь: «Кто это черное домино, с которым ты сейчас танцевала?»
А я не спросила его имени, скромно потупилась дочь. Потому что ты узнала его, да? Это профессор. Ваш протеже граф здесь? Продолжала генеральша, обращаясь к графу, стоявшему возле. Он в костюме черное домино с веткой акации. Очень возможно, ответил тот. Впрочем, один из принцев одет точно так же. Генерал приблизился к черному домино, который только что закончил беседовать с королем. Он обратился к нему с почтительным приглашением, выражая желание познакомиться с ним поближе. Генерал говорил так громко и отчетливо, так самоуверенно улыбался при этом. Он ведь был уверен, что приглашает принца. Домино молча снял маску. Это был, конечно же, Георг. Повторит ли генерал опять свое приглашение? С вызовом спросил он. Генерал словно вырос на целый вершок. Осанка его стала еще величественнее. Он отступил на 2 шага назад, потом сделал шаг вперед, точно в минуэте. И на лице его появилось самое знаменательное выражение, какое только он вообще мог придать своим благородным генеральским чертам. «Я никогда не беру своих слов назад. Профессор, вы приглашены». И он удалился, косясь на короля, который наверняка слышал весь разговор. Обед у генерала состоялся на следующий день. Приглашены были только старик-граф да его протеже. «Лед тронулся», — подумал Георг, и он действительно тронулся при самой торжественной обстановке. Юноша держался и говорил, как человек из самого лучшего общества, и родители девушки не могли этого не видеть. Они знали, что он общается с людьми, находящимися по положению гораздо выше их самих. Георг оказался в высшей степени интересным собеседником, так что генералу несколько раз пришлось прибегнуть к своему восклицанию «Шарман». Генеральша не преминула рассказать об этом обеде в обществе, и одна из самых умных и уважаемых придворных дам выразила желание обедать у нее в следующий же раз, как будет приглашен молодой профессор. Пришлось снова пригласить его. Георг принял приглашение и был опять в высшей степени мил и учтив. «Положительно, он не подвального происхождения», — сказал однажды генерал. «Наверное, он незаконный сын какой-нибудь знатной особы». Профессор, бывавший при дворе у короля, мог, конечно, бывать у генерала, но предполагать, что он пустит в его семье корни, об этом не могло быть и речи. А в городе же только о том и говорили. И он пустил такие корни. Родители Эмилии сдались, когда король сделал Георга статским советником, а Эмилия сделалась статской советницей. «Жизнь либо трагедия, либо комедия», — сказал генерал. «В трагедии влюбленные умирают, а в комедии сочетаются браком». Георг с Эмилией сочетались, и у них родилось 3 славных мальчуганов. Не за раз, конечно. Милые детки, бывая в гостях у дедушки и бабушки, ездили по всем комнатам и залам верхом на палочках, а за ними горцевал на палочке и сам генерал в качестве жокея маленьких статских советников. Генеральша же сидела на диване и улыбалась, глядя на внуков, даже в те дни, когда страдала своей ужасной мигренью. Так вот, как далеко пошел Георг. Да он пошел и еще дальше. Иначе не стоило бы и разговор заводить о сыне привратника.